КВ весовой категории до 57 килограммов победу одержал Николай Захаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Ярослав Осипов, Федор Постников, Республика Саха-Якутия. На ковре А поединок ведут борцы весовой категории до 57 килограммов. В красном трико 20-летний Федор Адамов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Иванов, Петров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Тархан Каримов. Тархану 17 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Скрябин, Игнатьев. Ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Ярослав Осипов, представитель команды Республики Саха-Якутия, имеет первый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Постников. Федор 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных 2022 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Неустроев, Захаров. Ковер Б. На ковре Б чистую техническую победу одержал Федор Постников, Республика Якутия. На ковер Б начинаются квалификационные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаю на ковре А
победу одержал Петр Адамович. На ковера приглашаются Алексей Каблов, Республика Саха-Якутия. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Айтал Васильев. Спортсмен 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Сасарова Дмитриева. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Алексей Каблов. Алексей 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Европы и мира, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Яков Филиппов. На ковре П поединок ведут в красном трико Айкал Громов, в синем трико Дамир Попов, Республика Саха-Якутия, категория 65 килограммов. Айкалу Громову 19 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева, студент Чарапчинского государственного института физической культуры и спорта, тренеры Макаров, Амосов. Его соперник Дамир Попов, спортсмену 17 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Колесов, Постыгин, Игнатьев, ковер П. На ковре Б чистую техническую победу одержал Айтал Громов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Вадим Винокуров, Республика Саха-Якутия, Саян Жецебаев, Республика Бурятия.
Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходит на территории Республики Саха-Якутия в поселке Нижний Вестяк в спортивном комплексе «Парус» имени Тимира Петегина. Главный судья соревнований Руслан Уахидович Мухамединов, город Благовещенск, Амурская область. Заместитель главного судьи Петр Афанасьевич Соловьев, Республика Саха-Якутия, город Иркутск, судья всероссийской категории, а главный секретарь соревнований Вячеслав Кривошапкин, город Иркутск, Республика Саха-Якутия, судья всероссийской категории. На ковре Б поединок ведут с красных триков Вадим Минопугов. Имеет первый спортивный разряд, ведет первенство Республики Саха-Якутия. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренер Кузьма Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Саян Жицмаев. Спортсмена 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа 2023 года, он является бронзовым призером, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Цыренов, Подпаев, ковер Б. На ковре А победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Булат Пайсхалонов, Республика Бурятия, Арсен Кононов, Республика Саха-Якутия. Борцы весовой категории до 65 килограммов. Квалификационный поединок. На ковре Б
Чистую техническую победу одержал Саян Шадзымаев. Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. На ковер Б приглашаются Эрел Леонтьев, Республика Саха-Якутия, Эрдем Шарстепанов, Республика Бурятия. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Александр Иванов. Александру 23 года, представитель команды Республики Саха-Якутия, кандидат мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Захаров, Дмитриев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Микловец. Андрею 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренируются под руководством Игнатьева Скрябина. Ковер А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Эрдем Шарстепанов, Республика Бурятия. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Айсен Капырин, Республика Саха-Якутия, Андрей Илбаскин, Республика Бурятия.
На ковре А победу одержал Андрей Минловец, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Булат Байскалонов, Арсен Кононов. Булат Байскалонов, Республика Бурятия, Арсен Кононов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б первый круг весовой категории на 97 килограммов идут в красном трико Айсен Капырин. Айсену 28 лет, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Сипцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, Андрей Ирпаскин. Андрей 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренер Кирилл Алтаев, ковер Б. На ковре Б весовой категории на 97 килограммов победу одержал Айсен Капырин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 79 килограммов. Первый круг, группа А. Приглашаются Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Сергей Любимов, Приморский край. На ковре А поединок идут в красном трико Булат Байскалонов, Республика Бурятия,
Спортсмену 25 лет, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Немаев, Максаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Арсен Донов. Арсену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Чуракчинского института физкультуры и спорта, тренеры Афанасьев, Дмитриев, ковер А. Так же работай! Красный пассив. Так же работай. Красный пассив. Проход сделал. На ковре А победу одержал Булат Байсхалонов, Республика Бурятия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Дмитрий Шевцов, Приморский край, Нюргут Сергин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б первый круг в группе А весовой категории до 79 килограммов. Поединок ведут в красном трико Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Захаров. Его соперник в синем трико представитель команды Приморского края Сергей Любимов. Сергею 26 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Приморского края,
Тренер Тамаев. Ковер Б. Не останавливайся. Давай, давай, давай. Лёха, не останавливайся. Не стой, не стой. Погоняй его, гоняй, гоняй. Он целит, давай. Самому надо работать! Сам работа минута осталась! Давай, 15 будем! Сейчас отцепуй! Сейчас отцепуй! Зацепуй! Кати! Кати, давай! Наше время весовой категории до 79 килограммов. Победу одержал Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На время начинается поединок весовой категории до 79 килограммов первой группы, группа Б. Приглашаются Артур Говоров, Республика Саха-Якутия, Гер Качаян, Приморский край. На ковре А весовой категории до 97 килограммов поединок ведут в красном трико Дмитрий Шевцов, Приморский край, спортсмену 37 лет, кандидат в мастера спорта, призер Приморского края, тренер Дмитрий Абаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Нюргун Сергей. Нюргуну 27 лет, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Сивцев, ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико Артур Говоров. Артур 20 лет представляет команду Республики Саха-Якутия, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Дмитриев, Крылов. Его соперник в синем трико, представитель команды Приморского края, 28-летний Гер Качаян. Мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренер Дмитрий Абаев.
ковер Б. На ковре А весовой категории до 97 килограммов чистую техническую победу одержал Нургун Сергин, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются квалификационные поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Петр Парников, Павел Алексеев, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико Артур Говоров, Республика Саха-Якутия, в синем Гер Качаян, Приморский край.
Квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут красным триком Федор Парников, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренер Константинов. Его соперник в синем трико Павел Алексеев, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 17 лет, имеет первый спортивный разряд. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Тренер Алексей Некрасов. Ковер А. На ковре А чистую победу одержал Федор Парников, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия, Абдурахман Хатамов, Приморский край. На ковре Б победу одержал Ген Качаян, Приморский край. На ковре Б начинается квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Александр Неустроев, Алмат Абакумов, представители команды Республики Саха-Якутия. Ануфрий Егорович Аршаков. Просьба подойти в рабочее место. Ануфрий Егорович Аршаков. Просьба подойти в рабочее место. На ковре Б поединок ведут в красном трико Александр Неустроев, спортсмену 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Старостин, Сафронов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Абакумов. Албану 24 года, кандидат в мастера спорта,
победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Дмитриев, Макаров. На ковре А чистую техническую победу одержал Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории 61 килограммов. Эрдем Паракшонов, Республика Бурятия, Ярослав Яковлев, Республика Саха-Якутия, в 1/8 финала. Ковер Б, 4 балла красному, 2 балла синему и 2 балла синему. Челлендж красного угла проигран. Еще балл дополнительный синему. На ковре А Петр Соловьев, Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, весовая категория 92 килограмма. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую победу на душе одержал Алмат Абакумов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Петр Ксенофонтов, Евгений Мухамедзянов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Петр Соловьев, Республика Саха-Якутия, спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренер Кирилл Захаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Сафронов. Никите 23 года, кандидат в мастера спорта, и он одерживает победу, чистую техническую победу. Ковер А. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала. Эрдем Баракшонов, Республика Бурятия, Ярослав Яковлев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б квалификационный поединок весовой до 70 килограммов ведут в красном трико Петр Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренеры Захаров, Явловский. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Евгений Мухамедзянов. Евгению 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд,
Тренер Сергей Николаев. Ковер Б. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую победу на душе одержал Петр Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается поединок, квалификационный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Артур Илмаскин, Республика Бурятия, Андриан Пенский, Республика Саха-Якутия. На ковре А в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико РТ Паракшонов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Алтар Адженимаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Ярослав Яковлев. Ярославу 19 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Семен Петухов. Ковер А. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал РТ Паракшонов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Манчары Ильинов,
Республика Саха-Якутия, Алтар Бальжанимаев, Республика Бурятия. В 1/8 финала весовой категории 61 килограмм. На ковре весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико Артур Илмаскин, Республика Бурятия. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Дмитрий Молдаев, Виктор Мармоев, Кирилл Асадоев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Ленский. Андриану 22 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа. Тренируется в республиканском центре подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Сивцев. На ковре А в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико Манчара Ильинов. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренеры Пономарев, Сафронов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Бальжанимаев. Алтару 30 лет, мастер спорта международного класса, победитель международных соревнований «Пайка Округ» 2023 года. Тренеры Сыренов, Болотов, ковер А. Ладно.
Давай, тут. Давай, берега, давай, берега. Не надо, давай, не надо. О, берега. Sama. Ini надо радио, ума. Вот так. В это время победу одержал Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала. Приглашаются Александр Авелов, Николай Заволоцкий, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Алдан Мальшинимаев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Алдан Мункуев, Республика Бурятия, Дмитрий Ларионов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б
В весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Александр Авилов. Александру 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Яковлев, Капитонов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Заболовский. Николаю 20 лет, кандидат в мастера спорта, участник всероссийских соревнований памяти Бесиков Кутухова, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Сивцев, Слепцов, Ковер П. Весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико Алдар Бункуев, Республика Бурятия. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Заринко Меньшиков, Паян Цыренов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Дмитрий 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Старостин, Посельский, Ковер А. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма с явным техническим преимуществом победу одержал Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала Михаил Иванов, Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия. На ковре А поединок ведут в красном трико Алдар Бункуев, Республика Бурятия, в синем Дмитрий Илларионов, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут красных триков Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Константинов, Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Валентин Бурлашов. Валентину 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа. На ковре А победу одержал Алтар Мункуев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Николай Жирков, Петр Константинов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Николай Жирков, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Контоев, Яковлев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов.
Петру 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев, ковер А. Ковер Б челлендж проигран, там было время, поэтому по качеству балл борцу в красном трико и выигрывает золото борец в красном трико. На ковре Б победу одержал Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Жаргал Дангинов, Республика Бурятия, Артур Макаров, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограммов, 8-й финал. На ковре А победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Максим Левенецкий, Амурская область, Айсен Копырин, Республика Саха-Якутия. Второй круг, весовая категория 97 килограммов.
На ковре Б поединок весовой категории до 61 килограмма. В 1/8 финала поединок ведут в красном трико Жардал Намкинов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 27 лет, мастер спорта международного класса, победитель Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Базаров, Давкинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Макаров. Артуру 17 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Афанасьев, Яковлев, Иванов. Ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 97 килограммов ведут в красном трико Максим Любенецкий, Амурская область. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва Амурской области, тренеры Покровских, Мухаммединов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Копырин. Айсен 28 лет, мастер спорта России, призер Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев. Ковер А. На ковре Б
Чистую техническую победу одержал Шаткал Тамгинов, Республика Бурятия, мастер спорта международного класса. На ковер приглашается Нюрбун Терентьев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Нюрбун Терентьев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победа присуждается Нюрбуну Терентьеву, Республика Саха-Якутия, ввиду неявки соперников. На ковер Б приглашаются Андрей Елбаскин, Республика Бурятия, Дмитрий Шевцов, Приморский край. Весовая категория 97 килограммов, второй круг. На ковре А победу одержал Максим Ювенецкий, Амурская область. На ковре А начинается второй круг, группа А, весовая категория 79 килограммов. Приглашаются Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Ачир Тахриев, Республика Бурятия. Давай, давай, накати. Ой, давай. Лево будет катить. Лево. Все, стойка. Давай, еще не все. Все, стой. Не расслабляйся. Давай, сам работай. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Сергей Любимов, Приморский край.
Приглашается Сергей Любимов. Весовая категория 79 килограммов. Второй круг. На ковре Б, ввиду неявки соперника, победа присуждается Сергею Любимову, Приморский край. На ковре Б начинаются поединки в супертяжелом весе до 125 килограммов. Приглашаются Амгала Бакшеев, Республика Бурятия, Севела Шанура, Приморский край. В 1/4 финала. На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Василий Кириллин. В красном трико Василию 22 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд республики, тренеры Корякин, Захаров. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Ачир Даржиев. Ачиру 26 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия, тренер Меньшиков, ковер А. Стойка! На ковре в супертяжелом весе до 129 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Амгала Бакшеев, Республика Бурятия. Амгала 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Цендемеев. Его соперник в синем трико Севела Шанура, Приморский край. Победу одержал Амгала Бакшеев. Чистая техническая победа. На ковер Б приглашаются Нюргут Чукров, Республика Саха-Якутия, Балтан Сыжиков, Республика Бурятия.
На ковре А победу одержал Аджир Даржиев, Республика Бурятия. На ковре А второй круг весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Тюмен Батиев, Республика Бурятия, Артур Говоров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико Нюргут Чукров, спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Ширавчинского института физкультуры и спорта, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико представляет Республику Бурятия Балдан Цыхунов. Балдану 33 года, имеет параллельный зачет Забайкальский край, мастер спорта международного класса, тренеры Балдаев, Меньшиков, ковер Б.
На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. Тюмень 21 год, мастер спорта России. На ковре Б победу одержал Полтан Цифров, мастер спорта международного класса Республика Бурятия. Чистая техническая победа. На ковер Б приглашаются Лев Павлов, Любомир Ашеев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов в 1/4 финала. На ковре А Тюмень Бадиев, Республика Бурятия, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России 2023 года, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренеры Вадим Цыбиков, Иман Имаев, Эртен Пелектуев. Его соперник в синем трико представляет Республику Саха-Якутия, 20-летний Артур Говоров. Артур Говоров имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренеры Дмитриев, Крылов, ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Льву 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Данилов, Контоев, Павлов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Любомир Ашеев. Любомиру 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Макаров, Захаров, Савин, ковер Б. На ковре А чистую техническую победу одержал Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются супертяжеловесы в 1/4 финала Эрчик Максимов, Иван Алексеев, представители команды Республики Саха. На ковре Б в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико Лев Павлов, в синем трико Любомир Ашеев, представители команды Республики Саха-Якутия.
На ковре А весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико Эрчим Максимов, Республика Саха-Якутия. Эрчиму 26 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Сипкин. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха, 22-летний Иван Алексеев, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренеры Старостин и Ефремов. Ковер А. На ковре Б победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Николай Захаров, Петр Адамов. Весовая категория до 57 килограммов в 1/4 финала.
категории А победу одержал Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковера приглашается Эрдек Среджапов, Республика Бурятия. На ковре А ввиду неявки соперника победа присуждается Эрдему Цереджапову, весовая категория 125 килограммов. На ковре А поединок ведут Тархан Игнатьев и Уйгулан Иванов, Республика Саха-Якутия. В 1/4 финала весовая категория 57 килограммов. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Николай Захаров. Николаю 19 лет, кандидат в мастера спорта, участник всероссийских соревнований, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Юлшанов, Стрекалов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, 20-летний Петр Адамов. Кандидат в мастера спорта Петр Адамов, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Петров, ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала ведут красный трико Тархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Тархану 23 года, кандидат в мастера спорта, призер, победитель первенства Дальнего Востока среди юниоров. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Макаров, Сахаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Филиппов, Дмитриев, ковер А.
На ковре А победу одержал Уйгулан Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов по 1/4 финала Федор Постников, Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Петр Адамов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Нюргун Сергин, Айсен Копырин, Республика Саха-Якутия, весовая категория 97 килограммов, третий круг. На ковре Б чистую техническую победу одержал Нюргун Сергин, взяв технические преимущества. Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия.
Василий Кириллин. На ковре Б ввиду неявки соперника победа присуждается Василию Кириллину, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 79 килограммов. На ковер Б приглашаются Качаян, Приморский край, Тюмень-Бадиев, Республика Бурятия. Весовая категория 79 килограммов, третий круг. На ковре А весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Федор Постников. Федору 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Неустроев Захаров. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, 24-летний мастер спорта России Алексей Копылов. Алексей Копылов является победителем первенства Европы и мира. Тренер Яков Яковлевич Филиппов. Ковер А. На ковре А весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов Максим Дебенецкий, Амурская область, Андрей Илмаскин, Республика Бурятия. Весовая категория 97 килограммов, третий круг. Начинай сам. Здесь надо разгоняться.
Б. Поединок весовой категории до 79 килограммов ведут красным триком Гер Качаян. Представляет Приморский край. Спортсмену 28 лет, мастер спорта России, победитель. Чемпион Дальнего Востока, тренер Табаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Тумен Бадиев. Тюменю 21 год, мастер спорта России. Серебряный призер Кубка России 2023 года, чемпион Дальнего Востока прошлого года. Тренеры Вадим Севиков, внимание Маев, Эрден Пелектуев, ковер Б. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу одержал Тюмен Бадиев, Республика Бурятия. Победил Тюмен Бадиев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Джулусхан Платонов, Айтал Громов, представители команды Республики Саха-Якутия. Весовая категория 65 килограммов в 1/4 финала. На ковре А поединок весовой категории до 97 килограммов ведут красным трико Максим Дубинецкий, Амурская область. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока, тренеры Покровских, Мухамединов и его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Андрей Трубаскин. Параллельный зачет Иркутская область, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Кирилл Молдаев, ковер А.
На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Сергей Любимов, Приморский край, Ачир Даржиев, Республика Бурятия. Третий круг весовой категории до 79 килограммов. Группа А. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Джулуслан Платонов, Республика Саха-Якутия, спортсмен 25 лет, чемпион Дальнего Востока 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Игнатьева Данилова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айтал Громов. Айталу 19 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер международных соревнований памяти Романа Михайловича Дмитриева, студент Журавчинского института физкультуры и спорта, тренеры Макаров, Амосов, ковер Б. На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико Сергей Любимов, Приморский край, спортсмену 26 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Приморского края, тренер Табаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Ачир Даржиев. Ачиру 26 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальнего Востока прошлого года,
представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва. Тренер Зарикто Менджиков. Ковер А. На ковре А, на ковре Б чистую техническую победу одержал Джулусхан Платонов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Булат Паисхалонов, Эрдем Шарастепанов, представители команды Республики Бурятия, весовая категория 65 килограммов, в 1/4 финала. На ковре А весовой категории до 79 килограммов чистую победу на туше одержал Ачир Таржиев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала. Андрей Медловец, Республика Саха-Якутия, Саян Жекзымаев, Республика Бурятия. Ковер А.
После данных поединков состоится торжественная церемония открытия соревнований. После данных поединков состоится торжественная церемония открытия соревнований. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Булат Байесхалонов. Булату 25 лет, представляет Республику Бурятия, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируются в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия. Тренеры Базаров, Немаев, Максаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, 24-летний Эрдем Шарастепанов. Мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года. Тренеры Цыренов, Дандоков, ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала ведут в красном трико Андрей Медловец, Республика Саха-Якутия, спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренируется под руководством Игнатьева, Скрябина. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край, Саян Жикзымаев, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года. Тренеры Цыренов, Батмаев, ковер А. На ковре Б победу одержал Булат Байесхалонов, Республика Бурятия. На ковре Б объявляется перерыв.
На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Андрей Медловец, Республика Саха-Якутия. На ковре А объявляется перерыв для проведения торжественной церемонии открытия соревнований. Уважаемые участники соревнований, готовимся к параду. Командующий парадом подготовить участников к параду, участников соревнования.
соревнования. У выхода готовимся к параду. По 2 человека. В колонне по 2 человека. Так, сборная команда Амурской области, Республика Бурятия, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края, сборная команда Республики Саха-Якутия. Команды, готовимся, через пару минут начнем открытие.
Хабаровский край, представитель Хабаровского края. Уважаемые гости и участники чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе, мы рады приветствовать вас на нашей благородной Мегинской земле. Встречаем парад участников чемпионата. Командующий парадом Сивцев Зулустан Николаевич, судья республиканской категории, мастер спорта России. Сегодня в соревновании по вольной борьбе принимает участие сборная команда Амурской области, Республики Бурятии, Приморского края, Хабаровского края и сборная команда Республики Саха-Якутия. Да здравствует спортивная борьба, пусть ширятся и растут его ряды. Слово для предоставления вручается главе муниципального района Мегино-Кангаласский УЛУС Дмитрию Ивановичу Тихонову. Добрый день, дорогие спортсмены, уважаемые ветераны, наши гости. От имени администрации и всех жителей нашего района, от себя лично поздравляю вас всех с открытием чемпионата по спортивной борьбе Дальневосточного федерального округа. Не случайно место проведения данного чемпионата выбран наш район. Мегино-Кангаласский район является родиной именитых спортсменов, таких как олимпийского чемпиона Тимира Пенигина, олимпийцев вольников Артура Федорова, Владимира Таковкина и многих других. Борьба – это сила, это красота, это возможность реализовать себя в жизни. Желаю ему, каждому участнику, спортивного азарта, удачи и пусть победит сильнейший. Күнді доғаттар, бейт ойдылақтарын спортсмендар, әгені барғытын бүгін ұғылын үрген чемпионатын бейгілус бұтуар ұтыларынан идейістің ағырдамын тердемін. Бұл көбірттен бүтін Модун Россия сүймәдден көріқті ете болар, онан олаттар бұтығы жеқайын. Бейін дебетігер ұлақан қойылар, ұлақан сетейілер күтәлер, онан бары бейін кей ұрдық, олаттар бұтығы жеқайын демен өсілі өлгірабын. Мақтал онна қаз бейіндегі кейеға барыдығар әйеқай бары мүтәтенге болуыны сетейілері. Мақтал. Уважаемые гости и участники, внимание, звучит гимн Российской Федерации.
От имени администрации Совета депутатов и главы муниципального района Мегино-Кангаласский район приветственное письмо вручается Мухаммеддинову Руслану Уахидовичу, Амурская область. Приветственное письмо вручается Максарову Цыбеку Церенжаповичу, Республика Бурятия. Приветственное письмо вручается Табаеву Дмитрию Сергеевичу, Приморский край. Приветственное письмо вручается Яндиеву Али Ибрагимовичу, Хабаровский край. Приветственное письмо вручается Семенову Вадиму Эдуардовичу, Республика Саха-Якутия. За вклад в развитие физической культуры и спорта и за успешное участие в лично-командном чемпионате Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, посвященному столетию Николая Николаевича Тарского, благодарность главы муниципального района Мегино-Кангаласский улус объявляется Иванову Уйгулану Николаевичу, спортсмену Олимпийского резерва имени Василия Петровича Уварова. Благодарность главы муниципального района вручается Кириллину Василию Игоревичу. Благодарность главы муниципального района вручается Кривошапкину Владиславу Ивановичу, тренеру-преподавателю спортивной школы Олимпийского резерва. Благодарность объявляется Никитину Анатолию Семеновичу. Благодарность главы муниципального района объявляется Свиновоеву Станиславу Егоровичу. Благодарность главы муниципального района объявляется Сивцеву Николаю Николаевичу. Благодарность объявляется Хабарову Никите Нингустановичу. Спасибо. Всех участников и гостей чемпионата поздравляет народный ансамбль «Кытылык».
Слово для приветствия предоставляется главному судье чемпионата Руслану Уахитовичу Мухаммеддинову. Дорогие спортсмены, болельщики, от имени судейского корпуса нашего чемпионата Дальневосточного федерального округа я хочу присоединиться к поздравлениям сказанным и лично от себя пожелать, вот именно, вот, чтобы в этом прекрасном зале отобрались действительно сильнейшие, которые в дальнейшем уже на чемпионате России будут представлять сборную команду Дальнего Востока. И уже, соответственно, на чемпионате России отобраться сборную команды России, чтобы побороться на дальнейших высших соревнованиях. Поэтому всего вам хорошего в этом плане. Значит, по регламенту соревнования, вы знаете, проводятся в один день. Сейчас идут четвертьфинальные встречи, потом полуфинальные, утешительные встречи и финальные встречи. Все будет происходить без перерыва, поэтому потерпите немного и, соответственно, награждение. Все, спасибо. Всех участников и гостей поздравляет Николай Васильев Айтамыл. Алмасқарада қапсығы қанна бары қалтарıyı жүгірую бұғаттару чуру берік айтары тұру тұскын тұру ұлаға жолыларды тұтуған кеммен тоқтың тұтса тұра тұру бұра Barkın bu adamlar Sürekte ber biter kereler çimiden beten Yürgen sulu sürdüğe köy vada indin Hey seydine derhanna barkın bu adamlar Sürekte ber biter kereler çimiden beten Yürgen sulu sürdüğe köy vada indin Kadar sana Oyan duran, onun atız, tutan varan, tutuz habız, tuz kultuğun turulasken. Çaktan veren, kebileme, kelep solu, tenkedes, samlar cepten, sılayıma, sergi solu gelmeden. İçine bir kanına vardır bu alanlar. Sürekte verdik bir ereder kimin elbeten Türgen sulu sürdüğleri eyvata indiye Ey seyirler kanına vardık bu alanlar Sürekte verdik bir ereder kimin elbeten Türgen sulu sürdüğleri eyvata indiye Ohtuma, siri boru buğuma, gıdadın, balağın sırtıkka, örgöy gün soluğa, çağılıydı. Heyçeynere derhanına vargın bu alanlar, sürekte ver bir yer erden şimdi elbeten, ürgeni soluğu sürdüğü eyvata indiye. Sürekte ver biter erler kimin elbeten Ürgen sulu sürdüğü yer köy vada indiger Köy vada indiger Köy vada indiger Bu kadar köyga, Cumhurdan bolo На этом торжественная церемония закрытия соревнований чемпионата Дальневосточного федерального округа объявляется закрытой. Командующий парадом вывести парад.
вас. Уважаемые судьи, просим занять рабочие места. Уважаемые судьи, просим занять рабочие места. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин в поселке Нижний Вестях в спортивном комплексе «Парус» имени Тимира Пенегина продолжаются. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Руслан Уахитович Мухаммеддинов, Благовещенск, Амурская область. Заместитель главного судьи Петр Афанасьевич Соловьев, судья всероссийской категории город Якутск, Республика Саха-Якутия, главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин, город Якутск, Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются Александр Балуров, Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия, весовая категория 65 килограммов, в 1/4 финал. На ковер Б приглашаются Олег Фомин, Албан Абакумов, Республика Саха-Якутия, в 1/4 финала, весовая категория 70 килограммов. Судьи Ануфрий Аржаков, Дмитрий Лигер. Просьба подойти в рабочее место.
На ковре А весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Александр Балуров, Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, тренеры Данилов, Яковлев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Игорь Матвеев. Игорю 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Иванов, Копырин, Юбшанов. Ковер А. Ковер Б. Челлендж выигран. Борцу в синем трико 2 балла. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта,
победитель Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Авакумов. Спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Дмитриев, Макаров. На ковре Б победу одержал Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Иннокентий Антонов, Республика Саха-Якутия, Буян Цыренов, Республика Бурятия. Ковер А. В 1/4 финала весовая категория 70 килограммов. Хорошо, а что киряк надо? Белемден барат. Белемден барат. Красный пассив. Хамса, долбак, Хамса. Еще, ревендер, боковую. Вау! Menjuta kalah. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Игорь Упхоев, Республика Бурятия, Петр Парников, Республика Саха-Якутия. В 1/4 финала весовая категория 70 килограммов. На ковре А чистую техническую победу одержал Буян Цыренов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов в 1/4 финала Петр Ксенофонтов, Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия.
просьба протереть ковер А. Куда, Петр? Надо ямку. Вот так. Куда, не контакт постоянно. Tanımada. Var dikkat. Kata Peter, ничего, пинаем вперед. Orang nama kita. Kita orang nama kita. Jangan. Orang kamera kita tadi. Jangan lupa. Hop. Hei, kim itu? Telegrama 15 kalmaz. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов поединок берут в красном трико Игорь Укхоев, Республика Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, спортсмену 21 год, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренеры Константин Хангалов, Виктор Паймеев, Валерий Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Парников, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, призер Единства Дальнего Востока среди юниоров, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Константинов, ковер П. На ковре А поединок в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Петр Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренеры Захаров, Евловский. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Владимир Баяновский,
спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер всероссийских соревнований памяти Бесика Кудухова, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Посельский, Константинов, Ковер А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Игорь Упоев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается 4-й круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Нюргун Сергин,
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Сандан Кармаев, Республика Бурятия, Андрей Румянцев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 74 килограмма в 1/4 финала. Весовой категории 74 килограмма в 1/4 финала. Поединок ведут в красном трико Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, спортсмену 17 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Капитонов, Сивцев. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Станислав Свинобоев. Станиславу 21 год, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока прошлого года, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия тренер Уваров. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико Сандан Кармаев, Республика Бурятия, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока,
Представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7. Тренеры Нима Нимаев, Солтон Ратнаев, Вахтанг Базаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Румянцев. Спортсмену 19 лет. На ковре Б победу одержал Станислав Свинобоев с явным техническим преимуществом. На ковер Б приглашаются Муслим Мансуржанов, Андриан Ленский. Муслим Мансуржанов представляет Приморский край, Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 86 килограммов. На ковре А соперник Сандана Гармаева Андрей Румянцев имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренер Симцев Захаров. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Буянтош Адамов, Республика Бурятия, Виталий Ефремов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 86 килограммов в 1/4 финала. На ковре А победу одержал Сандан Кармаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашается Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Эмиль Рамазанов. Ataqın vermə.
На ковер приглашается Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Туран! Эмиль Рамазанов. Атакан бермеді. Öyle anlar demek ki ne kanada. Безудержный советский победа присуждается Эмилю Рамазанову, Хабаровский край. На ковер приглашаются Влас Сивцев, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 86 килограммов. Туруq so'qindi. Urug'is. На ковре В весовой категории до 86 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Уяндом Шадабов, Республика Бурятия, в синем трико Виталий Ефремов, Республика Саха-Якутия. Konağının verime. Стойка. Hamdan.
На ковре А весовой категории до 86 килограммов представитель команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Влас Сивцев. Спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Дмитриев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Герман Устинов. Спортсмену 29 лет, мастер спорта международного класса, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха. Тренер Яковлев. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов победу одержал Буянков Шадапов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов в 1/4 финала. Джулустан Калачев, Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия, мастер спорта международного класса. На ковер А приглашаются Аюр Жекжитов, Республика Бурятия, Арсалан Бальжанимаев, Бурятия. Весовая категория 92 килограмма. В 1/4 финала. Хамтар Никита, хамтар. Хамтар Никита, хамтар.
На ковре весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Рустам Калачев. Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Сивцев, Ядловский. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, 23-летний Никита Сафронов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Альберт Макаров, ковер Б. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Жиржитов. Аюр 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Киркенов, Камбоев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, 20-летний Арсалан Бальжанимаев. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Базарова. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Николай Константинов, Республика Саха-Якутия, Али Чедиев, Хабаровский край.
Давай еще раз, Миша. На ковре А победу одержал Аюб Жуджитов, Республика Бурятия. На ковера приглашаются Кирилл Эрхитуев, Республика Бурятия, Фарид Кизимов, Еврейский автономный округ. На ковре А ввиду неявки соперника победа присуждается Кириллу Эрхитуеву. На ковер А приглашаются Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия, Алдар Мальжинемаев, Республика Бурятия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала. Челлендж ковер А. Ой, ковер Б. 4 балла синему. 4 балла синему и красный угол проиграл челлендж, значит еще 1 балл синему. На ковре Б
Победу одержал Али Ендиев, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала. Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Эрдем Паракшонов, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия. Спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Константинов, Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Алдар Бальжанимаев. Алдару 30 лет, мастер спорта международного класса, победитель международных соревнований Байкал Open 2023 года. Представляет Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия тренеры Сыренов, Полозов. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Авилов. Александру 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, тренеры Яковлев, Капитонов. Его соперник в синем трико, представитель
представитель команды Республики Бурятия Эрден Паракшонов. Параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмена 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренер Алдар Манжинимаев, ковер Б. На ковре с явным техническим преимуществом победу одержал Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Жаргал Тапкинов, Алдан Мункуев, представители команды Республики Бурятия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала. Ковер действует без оценки. Челлендж проигран. Бал Барсукин. Было время. На ковре А победу одержал Алдан Манжинимаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Нюргут Кирикев, Петр Константинов, представители команды Республики Саха.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Бурятия. Красным трико Шангал Дамкинов. Параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 27 лет. Мастер спорта международного класса. Чемпион Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренеры Мазаров, Дамкинов. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Алдар Мункуев, спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренеры Зарикто Минджиков, Баян Царевов. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Нюргун Терентьев, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований, тренеры Захаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов. Петру 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальнего Востока прошлого года, тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев. Ковер А. Давай, пойдет. Красный не борется. Mal Sarkuda. Победу одержал Шангал Дамкинов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Балдан Сышипов, Эрден Церемшапов, Республика Бурятия. Полуфинальный поединок в своей категории до 125 килограммов.
На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Амгалан Макшеев, Республика Бурятия, и Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов в супертяжелом весе полуфинальный поединок ведут в красном трико Балдан Цыжипов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия, тренеры Малтаев, Минчиков. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Эрден Церенчаков. Спортсмену 24 года, параллельный зачет Забайкальский край, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Иванов, ковер Б. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Амгалан Макшеев, Республика Бурятия, спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренер Крылжалхан Сандемеев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Иван Алексеев. Ивану 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спортных команд, тренеры Старостин, Ефремов, ковер А.
Еще раз опять. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов победу одержал Балдан Цушипов, Республика Бурятия. Балдан Цушипов входит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Федор Адамов, Алексей Кобылов, Республика Саха-Якутия. Судья Сивцев Рустам. Просьба подойти в рабочее место. Спасибо. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет. Студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Данилов, Кантоев, Павлов. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Филиппов, Яковлев. Тренер Филиппов, Дмитриев, ковер А. На ковре Б поединок, полуфинальный поединок весовой категории до 57
57 килограммов ведут в красном трико Петр Адамов. Оба представляют республику Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Петров. И его соперник в синем трико Алексей Копылов. Алексей, 24 года, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Алексей Копылов является победителем первенства Европы и мира. Ковер Б. Kim yüce kaldı? Asya bilenden ki. Пальцы. Продаж. Пассив красный. Пассив красный. Красный пассив. Красный пассив. Пассив красный. Гинека бите. Леша бите гинека. Мартелер гинека. Аттагара пересинна. Отучу гинека. Стойка. Заберись. Гинека. Гин. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов и уходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов приглашаются Булат Паяскалонов, Республика Бурятия, Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, выходит в финал и будет бороться за первое место с Алексеем Копыловым. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории
до 65 килограммов Джолусхан Платонов, Андрей Медловец, представители команды Республики Саха-Якутия. Полуфинальный поединок ведут в красном трико Джолусхан Платонов, в синем трико Андрей Медловец. Оба представляют республику Саха-Якутия. Джолусхану 25 лет, кандидат в мастера спорта, победитель
Чемпион Дальнего Востока прошлого года тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренеры Игнатьев Надимов. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Митловец. Андрей 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Игнатьев, Скрябин. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов в вину красный трико Улан Фаисмалонов, Республика Бурятия, спортсмен 25 лет, мастер спорта России, победитель всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе, представляет республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Имаев, Максаров. Его соперник в синем трико Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия, спортсмену 18 лет, победитель Восточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Копылин, Юшанов. Челлендж проигран, балл синему.
Значит, перед выходом действие оценивается 2-2, потом выход балл. 2 синему, 2 красному. Потом, да, выход 1 балл синему и челлендж, то, что бросили красный, тоже балл синему. На ковре победу одержал Игорь Матвеев. На ковер В приглашаются полуфиналисты весовой категории. До 70 килограммов приглашаются Игорь Коколев, Республика Бурятия, Владимир Войновский, Республика Саха-Якутия. Александр, просьба остановить видеозапись. Просьба приостановить видеозапись ковра А.
сидимтрико Бабала. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Джулусхан Тододов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории до 70 килограммов. Олег Фанин, Республика Саха-Якутия, Буян Цыренов, Республика Бурятия. На ковре весовой категории до 70 килограммов полуфинальный поединок ведут красных триков Игорь Укоев, Республика Бурятия, параллельно Джембургская область. Мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренеры Константин Мангалов, Виктор Паймеев, Валерий Иванов. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Владимир Баяновский. Владимиру 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер российских соревнований памяти Песика Кудухова, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спортных команд, тренеры Осетский, Константинов, ковер Б. Полтора халла, полтора. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. И выходит в финал. На ковер Б приглашаются полуфиналисты весовой категории до 74 килограммов. Станислав
Станислав Свинобоев, Республика Саха-Якутия, Сандан Гармаев, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 70 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Олег Фомин, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Посельский, Сикцев. И его соперник в синем трико, представитель команд Республики Бурятия, Буян Цыренов. Буяну 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Заректо Меньшиков. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории до 74 килограммов Иннокентий Бабаранов, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На ковре весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Станислав Свинобоев, Республика Саха, спортсмен 21 год, мастер спорта России, победитель Дальнего Востока прошлого года, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Уваров. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Сандан Гармаев. Сандану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7, тренеры Дима Имаев, Солпон Ратнаев, Пандан Назаров, ковер Б.
На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов ведут красное трико Иннокентий Бабаранов, спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренер Уваров, Олесов, Бурлашов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Анатолий Никитин. Анатолию 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Черемчинского института физкультуры и спорта, тренер Захаров, ковер А. На ковре победу одержал Станислав Свинобоев и уходит в финал. На ковер Б приглашаются полуфиналисты весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Буянтур Шадамов, Республика Бурятия, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия.
Александр, просьба выключить видеозапись. Александр, просьба выключить видеозапись. На ковре Б полуфинальный поединок в своей категории до 86 килограммов ведут красный трикот Буянков Шатапов, Республика Бурятия, спортсмен 22 года, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, бронзовый призер Кубка России 2023 года. Представляет Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия тренеры Нима Нимаев, Вадим Цыбиков. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса Герман Устинов. Герман 29 лет, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборной команд Республики Саха-Якутия. Многократный победитель международного турнира мемориала Колькина, тренер Яковлев. Челлендж выигран. Последнее действие было сохранение. Осталось отдать! Главный судья.
Победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются полуфиналисты весовой категории до 92 килограммов Аминин Геев, Хабаровский край, Кирилл Эркитуев, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются полуфиналисты весовой категории до 86 килограммов Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край.
На ковре А полуфинальный поединок весовой категории на 86 килограммов ведут в красном трико Андриан Дерский, Республика Саха-Якутия, спортсмену 22 года, мастер спорта России, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Хабаровского края Эмиль Рамазанов, спортсмен 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренер Микский, ковер А. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 92 килограммов. Поединок ведут в красном трико Али Жинги, Хабаровский край, спортсмен 26 лет, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренер Лапшинов. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Кирилл Эрмитуев. Кириллу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, серебряный призер Кубка России 2023 года. Тренеры Дмитрий Молдаев, Баир Эрхитуев, ковер Б. На ковре Б победу одержал Кирилл Эрхитуев, Республика Бурятия. Весовая категория до 92 килограммов и уходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма.
Приглашаются Жаркал Давкинов, Республика Бурятия, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия.
Челлендж выигран. Ковер 2 балла за отсутствием трибун.
На ковре победу одержал Шаркал Дангинов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории 79 килограммов. Тюлен Бадиев, Республика Бурятия. Василий Кирикин, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 79 килограммов. Полуфинал. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут Тюлен Бадиев, Республика Бурятия, синий трико Василий Кирикин, Республика Саха-Якутия.
Итак, на ковре А со счетом 20-12 победу одержал Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. На коврах приглашаются полуфиналисты весовой категории до 92 килограммов. Никита Сафронов, Республика Саха, Аюр Жиджиков, Республика Бурятия. На ковре Б Тюмен Вадиев, Республика Бурятия, в красном трико, спортсмен 21 год, мастер спорта России, победитель Дальнего Востока 23 года, серийный призер Кубка России 23 года, тренеры Вадим Стреляков, Нима Нимаев, Эрден Беликтуев, его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Василий Кириллин. Василию 22 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборной команд, тренеры Корякин, Захаров, ковер Б. Полуфинальный поединок весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико Никита Сафронов, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Альберт Макаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Аюр Жиджиков. Аюр 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Гергенов, Камбоев, ковер А. На ковре А полуфинальный поединок ведут в красном трико Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, в синем Аюр Жиджиков, Республика Бурятия.
Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Утешительный поединок. Айтал Васильев, Федор Постников, Республика Саха, Якутия. На ковре А весовой категории до 92 килограммов победу одержал Никита Сафронов и выходит в финал. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории 61 килограммов. Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Алдар Бальжанимаев, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Айтал Васильев, Артур Илмаскин, Республика Бурятия, Муслим Мансуржанов, Приморский край. Утешительный поединок в весе 86 килограммов. Давай, братик, делай его. Усик, ты можешь? Сам Борис! Чуть-чуть поперед. Да, сам! Жди, бросал, жди!
себя! Под себя! Под себя, Муслим! Нет, не пойдет! Под себя! Работай, не стой! Растягивай его, не стой! Да, да! Иди, хорошо! Сам делай, делай! Растягивай его, Муслим, по этажам! Муслим, по этажам дергай! Да, да, делай! Делай обратно! Муслим, два балла есть, делай обратно! Ап! Сам работай, не стой! Тридцать секунд, Муслим! Ой. 10 секунд, Муслим! На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 60 килограмма весу. Красным прибор Александр Алёнов, Республика Саха-Якутия. Синим Алдар Бальжинимаев, Республика Бурятия. На ковре Б утешительный поединок ведут красным трико Артур Илбаскин, Республика Бурятия. Синим трико Муслим Мансуржанов, Приморский край. Нет! Подготовь! Подготовь! Да, да, растягивай его! Нет! Двигай руку! Уйди! Стоять! Стоять! Стой! На ковре Б чистую техническую победу одержал Артур Илбаскин. Синий Максим!
Саха-Якутия. Победил Александр Абилов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Полуфинал. Приглашаются Арчин Даржиев, Республика Бурятия, Ангер Качаян, Приморский край. На ковре Б начинается утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Николай Заболоцкий, Республика Саха-Якутия, РД Баракшонов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Николай Завладский, Республика Саха-Якутия, РД Баракшонов, Республика Бурятия. Утешительный поединок весовой категории 61 килограмм. На ковер повторно приглашаются Николай Заболоцкий, Республика Саха-Якутия, РД Баракшонов, Республика Бурятия. Утешительный поединок весовой категории 61 килограмм. Время поставьте. Время-то идти, говорит-то. Долго? На ковер приглашается Николай Заволоцкий. На ковер приглашается Николай Заболоцкий.
Боряш, боряш, боряш. Боряш! 2 балла, дай чуть. 2 балла. А когда боряш? Все, крайне. Все. На ковре Б чистую техническую победу одержал РТ Баракшонов, Республика Бурятия. Я видишь? На ковре А победу одержал Гер Качаян, Приморский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории на 92 килограммах. Утешительный поединок. Петр Соловьев, Джулустан Калачев, Республика Саха, Якутия.
На ковре А победу одержал Дурустам Калачев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Артур Макаров, Республика Саха-Якутия, Алдар Макуев, Республика Бурятия. Утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма.
Нога утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном крыло Артур Макаров, Республика Саха-Якутия, в синем Алдар Куев, Республика Бурятия. Челлендж проигран, 2 балла синему и 1 балл синему. На ковре А чистую техническую победу одержал Алдар Макуев, Республика Бурятия.
На ковера приглашаются спортсменки весовой категории до 53 килограммов. Поединок за первое место. Виолетта Черноградская, Антонина Бессонова, Республика Саха-Якутия. Дмитрий Лигер, просьба подойти на рабочее место. Итак, поединок за первое место, весовая категория 53 килограммов среди женщин. Поединок за первое место ведут в красном трико Виолетта Черноградская, в синем Антонина Бессонова. Руководитель ковра Вячеслав Кривошапкин, город Якутск, судья всероссийской категории, арбитр Джоустан Сивцев, Республика Саха-Якутия, боковой судья Дмитрий Лигер, судья всероссийской категории, город Нересбург, Республика Саха-Якутия. Чистую победу на душе одержала Виолетта Черноградская и становится победителем весовой категории до 53 килограммов. Антонина Бессонова становится обладателем серебряной медали. Уважаемые любители спорта, участники чемпионата Дальневосточного федерального округа, объявляется 15-минутный перерыв.
Добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы, участники чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин на территории Республики Саха-Якутия в поселке Нижний Вестях в спортивном комплексе «Парус» начинаются финальные поединки чемпионата Дальнего Востока. Поединки пройдут по двум коврам.
Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Руслан Уахидович Мухаммединов, город Благовещенск, Амурская область. Заместитель главного судьи Петр Афанасьевич Соловьев, судья всероссийской категории, город Иркутск, Республика Саха-Якутия. А главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин. Итак, на ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Любомир Ашеев, Уйгулан Иванов. Поединок за 3 место. На ковер приглашаются борцы Федор Костников, Федор Адамов. Поединок за 3 место, весовая категория 57 килограммов.
На ковре А поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Любомир Ашеев. Любомиру 23 года, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется под руководством Макарова, Захарова, Савина. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, 23-летний Уйгулан Иванов, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе 2022 года, тренер Филиппов Дмитриев. На ковре Б поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов. Поединок ведут в красном трико Федор Костиков, спортсмену 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, тренируется под руководством Неустроева, Захарова. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Петр Адамов. Петру 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Тренеры Иванов, Петров, ковер Б. Поединок за третье место. Победу одержал Уйгулан Иванов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером весовой категории 57 килограммов. На ковре Б победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, на ковре Б поединок за первое место, весовая категория 57 килограммов. Приглашаются Лев Павлов, Алексей Каблов, представители команды Республики Саха-Якутия. Поединок за первое место, весовая категория 57 килограммов.
Итак, на ковре Лев Павлов, Алексей Копылов, представители команды Республики Саха-Якутия. Пассив. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, Республика Саха-Якутия, арбитр Алтар Нандуков, боковой судья Джулстан Сивцев. Поединок за первое место весовой категории 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, Льву 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Данилов, Конкоев, Павлов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Алексей Копылов. Алексею 24 года, мастер спорта России, прошлогодний серебряный призер Дальнего Востока, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Он является победителем первенства Европы и мира. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд
тренер Яков Филиппов. Ковер Б. Поединок за первое место. Все, давай, работай, работай. В весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. А Льву Павлову достается серебряная медаль. На ковера приглашаются Эрден Баракшонов, Республика Бурятия. Поединок за третье место, весовая категория 61 килограммов. На ковер Б приглашаются Алдар Манкуев, Республика Бурятия, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. Поединок за третье место. На ковре А ввиду травмы соперника победа присуждается Эрдему Баракшонову, Республика Бурятия, и он становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. Удар. Banyak. Juga. Siap.
Yine urukta zaklatır. Anjar. Bir bağlı verdiler. As. Ver zaklatır. Zaklatır. Zaklatır, ben zaklatır. Tutkallı becer. Anjar. Anjar. Wah, lihat ini. Итак, поединок за третье место весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Алдар Манхуев, Республика Бурятия. Спортсмену 23 года, мастер спорта России. Алдар Манхуев, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Зарикто Минджиков, Паяр Цивилов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Константинов. Петру 25 лет, мастер спорта России. Прошлогодний серебряный призер Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха. Тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев. Allah, gimana dah? Hamsat, yang ada. Ini berbeda lah. Anda yang berbeda. Anda yang ada. Dia anda yang berbeda. Bukan. Dia. Dah kata tu Allah. Делай до конца! Делай! Помогай меня! Все, так. Он надо не каталась, он не está. Это марка. Sada bilang cuma, wanna konogor. Wah. Ya, nanti di kata. Matur. Koran. Siap, koran. Dua ketutangan, dua. Dua kandang. Siap. Zakhlakar utka. Terima. Terima.
Değme, değme. Tutangan bisa saklaka. Ondak kubeda, ondak wana, saklaka. Berkata, marah gantian. Oh, gantian marah. Ondan bu. Allah'a barınla. Allah'a da kura barın. Biar kamu, biar. Ya saya besok lakukan. Besok lakukan. Nomor mana? Kandinya mana? Besok apa? Warakam. Apa tu? Warakam. Warakam. Udah kalah. Masih udah jalan. Kau cakap. Kalah. Warakam. В весовой категории до 61 килограмма победу одержал Федор Константинов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером соревнований. Итак, на время поединок за первое место. Весовая категория 61 килограммов. Приглашаются Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Давгинов, Республика Бурятия. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Виктория Барашкова, город Якутск, Республика Саха-Якутия, арбитр Дмитрий Табаев, Приморский край, боковой судья Чулустан Сивцев, Республика Саха-Якутия.
Поединок за первое место весовой категории 61 килограммов ведут в красном трико Александр Авинов, представитель команды Республики Саха-Якутия, спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе. Тренируются в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренеры Яковлев, Капитонов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Жаргал Дангинов. У Жаргала Дангинова параллельный зачет за Байкальский край. Спортсмену 27 лет. Мастер спорта международного класса. Прошлогодний победитель Дальнего Востока. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Базаров, Дангинов. Поединок за первое место.
Время там, время 0,1 секунда оставалось. Упор сзади был, 2 балла. Весовой категории на 70 килограммов победу одержал Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Жаргал Давгинов, серебряный призер Дальнего Востока, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Айтал Громов, Андрей Медловец, представители команды Республики Саха-Якутия. Поединок за 3-е место. На ковер Б приглашаются Александр Балуров, Республика Саха, Булат П.С. Халунов, Республика Бурятия. Поединок за 3-е место. Весовая категория 65 килограммов. На ковре А челлендж. На ковре Б чистую техническую победу одержал Булат П.С. Халунов, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером соревнований. Александр, просьба приостановить видеозапись.
Да, внимание, значит, небольшой технический сбой, но все судьи показали 4 балла, и я тоже просмотр невозможен. Значит, кубик мы возвращаем, а цех оставляем синим. В весовой категории до 65 килограммов чистую победу на душе одержал Андрей Медловец и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Финал. Поединок за первое место. Приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Джулусхан Платонов, Игорь Матвеев. Данную встречу обслуживает руководитель КПА Виктория Барашкова, город Якутск, Республика Саха-Якутия, судья всероссийской категории. Арбитр Дмитрий Лигер, судья всероссийской категории, город Екатеринбург, Республика Саха-Якутия. Боковой судья Алтар Тандуков, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Большой арена! Вот правильно! Цветан, чуть сюда. Поединок за первое место, весовая категория 65 килограммов, ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Джулусхан Платонов, спортсмен 25 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Игнатьев, Данилов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха, 18-летний Игорь Матвеев.
кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Иванов, Копырин, Юбшанов. Поединок за первое место, весовая категория 65 килограммов. Ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Усман Годонов, в синем Игорь Матвеев.
kere. Челлендж КВРП. Челлендж проигран. Балл борцов Семеновского. В весовой категории до 67 килограммов чемпионом становится Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. Джулусману Колдону достается серебряная медаль. Итак, на ковера приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Албан Абакумов, Республика Саха, Буян Цыренов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Петр Ксенофонтов, Республика Саха, Игорь Укоев, Республика Бурятия.
На ковре А поединок за третье место весовой категории 70 килограммов ведут в красном трико Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований, тренер Дмитриев Макаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Буян Средов, Буяну 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренер Заректон Минчиков. На ковре Б поединок за третье место идут в красном трико Кёнов Ксенофонтов, Петру 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренеры Захаров, Ябловский. Его соперник в синем трико Игорь Кукоев, представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, спортсмену 21 год. Игорь Кукоев, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10. Тренеры Константин Ханкалов, Виктор Пайдеев, Валерий Иванов. Ковер Б. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Игорь Кукоев, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером соревнования. На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую победу на туше одержал Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. Итак, на ковре Б поединок за первое место, весовая категория 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Владимир Баяновский, представители команды Республики
обслуживает руководитель стандарта Федор Соловьев, судья российской категории город Иркутска, Республика Саха-Якутия, арбитр Алдар Тарнуков, Республика Бурятия, судья российской категории, боковой судья Белустан Сивцев, город Иркутск, Республика Саха-Якутия, судья всероссийской категории. Поединок за первое место весовой категории до 70 килограммов ведут красным трикотажной команды Республики Саха Олег Фомин. Олегу 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель Дальнего Востока прошлого года, тренеры Посельский Сивцев. И его соперник в синем трико Владимир Баяновский. 20-летний спортсмен представляет Республику Саха-Якутия, бронзовый призер всероссийских соревнований олимпийского футбола, тренеры Посельский Константинов. Остается меньше 30 секунд, счет 5-1 в пользу Олега Фомина.
весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фанин, Республика Саха-Якутия, становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Владимиру Баяновскому достается серебряная медаль. Уважаемые любители вольной борьбы, сегодня, 17 февраля 2024 года, ушел из жизни легендарный грузинский борец Леван Кавиашвили. Леван Кавиашвили был двукратным олимпийским чемпионом 1972-1976 годов. Объявляется минута молчания. Спасибо. На ковера приглашаются Николай Сивцев, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Поединок за третье место, весовая категория 74 килограмма. На ковре Б Алексей Сахаров, Республика Саха, Сандан Кармаев, Республика Бурятия. Поединок за третье место, весовая категория 74 килограмма. На ковре А поединок за третье место в весовой категории до 74 килограммов ведут в красном трико Николай Сивцев, Николаю 23 года, кандидат в мастера спорта, прошлогодний бронзовый призер Дальнего Востока, тренер старости Сивцев. Соперник Николая Сивцева Анатолий Никитин. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Николаю Сивцеву 23 года, кандидат в мастера спорта, прошлогодний бронзовый призер Дальнего Востока. Тренер старости Сивцев.
Поединок за третье место в весовой категории до 74 килограммов ведут. В красном трико Алексей Захаров представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмену 17 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Капитонов, Сипцев. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Сандан Гармаев. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7. Тренеры Нима Немаев, Солмон Ратнаев, Вантан Базаров. Ковер Б. На ковре А в весовой категории до 74 килограммов победу одержал Николай Сипцев, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. На ковре Б победу одержал Сандан Гармаев, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковре Б
поединок за первое место, весовая категория 74 килограмма. Приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Иннокентий Папаранов, Станислав Свинобоев. Поединок за первое место ведут в красном трико Иннокентий Папаранов. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва и его соперник Станислав Свинобоев, спортсмену 21 год, мастер спорта России, и чистую техническую победу одержал Станислав Свинобоев. Республика Саха-Якутия становится обладателем золотой медали чемпионов Дальнего Востока. Иннокентию Папаранову достается серебряная медаль. Итак, продолжаем поединки. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Ачим Даржиев, Республика Бурятия, Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Амгер Качаян, Приморский край, Тумен Бадиев, Республика Бурятия. На ковре Б перерыв. Сначала поединок за третье место. Приглашаются на ковер А Ачим Даржиев, Василий Кириллин.
Чистую победу на душе одержал Черножиев, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковре Б поединок за первое место приглашаются Нгер Качаян, Приморский край, Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. Весовая категория 79 килограммов. Данная встреча обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, судья всероссийской категории город Якутск, арбитр Дулстан Сивцев, город Якутск, судья всероссийской категории, Алдар Тартуков, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Поединок за первое место весовой категории до 79 килограммов ведут краснотриком Нгер Качаян, он представляет Приморский край, спортсмену 28 лет, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, представляет спортивный клуб «Булат», тренер Дмитрий Табаев. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Тюмень Бадиев. Спортсмен 21 год, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России 2023 года, чемпион Дальневосточного федерального округа, тренеры Вадим Сыбиков, Нима Нимаев, Эрден Беректуев. Поединок за первое место, весовая категория 79 килограммов.
весовой категории до 79 килограммов. Победу одержал Тюмень Бадеев, Республика Бурятия. Он становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Ангеру Качаяну присуждается серебряная медаль. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Артур Илбаскин, Республика Бурятия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Судьи ковра А просят занять рабочее место. На ковер Б приглашаются Былас Сипцев, Республика Саха, Буянко Шатапов, Республика Бурятия. Дмитрий Ликер, просьба занять рабочее место. На ковре А весовой категории до 86 килограммов. Чистую победу на туше одержал Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и становится бронзовым призером Дальневосточного
Дальневосточного федерального округа. На ковре поединок за первое место, весовая категория 86 килограммов. Приглашаются Андриан Ленский, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. В весовой категории до 86 килограммов поединок за первое место ведут в красном трико Андриан Ленский,
Республика Саха-Якутия, спортсмену 22 года, мастер спорта России, серебряный призер Первенства Центрального федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Герман Устинов, мастер спорта международного класса, спортсмену 29 лет, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренер Яковлев. Герман Устинов, неоднократный победитель международного турнира Гран-при Дмитрий Корнев. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Юстан Сивцев, Республика Саха, город Иркутск, арбитр Виктория Барашкова, судья всероссийской категории, город Иркутск, маховой судья Алдан Гаргутов, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Terus bahas Четко. Контролла. Одного контролла. Передавай. Остается меньше минуты, счет 2-0 в пользу Германа Устинова. Дистанция верно. Вон Михайло. В весовой категории до 86 килограммов победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Андриану Ленскому достается серебряная медаль. На ковера приглашаются финалисты, поединок за третье место в весовой категории до 92 килограммов. Джулустан Калачев, Республика Саха-Якутия, Аюр Шекшитов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Али Евгиев, Хабаровский край. Ввиду неявки соперника победа присуждается Али Евгиеву, Хабаровский край, и он становится обладателем бронзовой медали.
Поединок за третье место в весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико Чолустан Калачев, представляет республику Саха-Якутия. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства республики Саха-Якутия, тренер Сивцев Евловский. И его соперник в синем трико, представитель команды республики Бурятия Аюр Жекжитов. Аюр 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства республики Бурятия, тренер Ергенов Камбоев. На ковре А весовой категории до 92 килограммов победу одержал Аюр Жекжитов, Республика Бурятия, и становится обладателем бронзовой медали. На ковре Б финальный поединок, весовая категория
до 92 килограммов приглашаются Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, Кирилл Эрхитуев, Республика Бурятия. Весовая категория до 92 килограммов. Поединок за первое место. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, город Иркутск, арбитр Дмитрий Табаев, Приморский край, боковой судья Алдар Тартуков, Республика Бурятия. Руку вот так же потянул. Уже было. Коля, захват менялся. Закинули, потом вот так взяли. Партер. Он за ковер ушел, Партер. Партер, 2 балла, Партер. Судья, 2 балла и Партер еще. На ковре за мосту ушел. Вот. Челлендж КДФ Б, челлендж проигран, балл в пользу красного. Голова. Партер. За ковером ушел, на мосту. Партер красному. Тот же на мосту ушел, пиши.
Красный пассив. Красный пассив. Поединок за первое место весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Никите 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Альберт Макаров. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Кирилл Эрхитуев. Кириллу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Серебряный призер Дальневосточного федерального округа до 24 лет. Серебряный призер Кубка России 2023 года. Тренер Дмитрий Матаев. Счет. 8-3. Сперва обратно 2 балла. Потом подвиг. Судья, счет какой-то. Обратно 2 балла. Бата, хороший ты дошел. 2 же там. Сперва 2 балла будет. 2 и 2 будет. Еще раз.
закидывай. На руках стой, на руках стой. Остается чуть больше минуты, счет 8-5. Ведет Кирилл Хидуев. Отойдите, не мешайте, пускай он сам подумает. Отдохнет. Миллион мыслей головой. Поддержка. Потом поддержи там. Ходи, отойдите, пускай он сам работает. Отдышись, отдышись. Ногу только где проходит, обратно что не может быть. На руках сейчас два балла.
Так, ковер Б. Челлендж проигран, балл синий. Ногу не пропускай. Итак, весовая категория до 92 килограммов. Победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа в данной весовой категории. Кириллу Хибуеву присуждается серебряная медаль. На ковре А, 5-й круг, весовая категория 97 килограммов. Приглашаются Дмитрий Шевцов, Приморский край, Максим Любенецкий, Амурская область. На ковер Б приглашаются Андрей Илпаскин, Республика Бурятия, Нюргон Сиркин, Республика Саха-Якутия. 5-й круг, весовая категория 97 килограммов. Движение того, четко. Красный пассив. Красный пассив. На ковре А весовой категории до 97 килограммов. 5-й круг ведущий красным триком Дмитрий Шевцов, Приморский край,
Спортсмену 37 лет, кандидат в мастера спорта, призер Приморского края, представляет спортивную школу «Булат», тренер Дмитрий Кабаев. Его соперник в синем трико представитель команды Амурской области, 23-летний Максим Любенецкий. Мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, представляет спортивный клуб «Юность России», тренеры Покровских, Мухамединов. Ковер А. Good, Jurgita. Постоянно на Только Марика! Напиши, сколько надо, напиши. Sevgililer de beğendi. Şöyle. Мы приехали на Максим Любенецкий отрас. А, блин, директор туда. Пальцы красные! На ковре Б поединок весовой категории до 97 килограммов, пятый круг, ведут в красном трико Андрей Паскин, Республика Бурятия, параллельный зачет, Иркутская область. На ковре А победу одержал Максим Любенецкий, Амурская область. Андрей Вилбаскин, 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Кирилл Молдаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Нюргут Сергей. Нюргуту 27 лет, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока прошлого года, в республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сильцев. Поединок в пятом круге весовой категории до 97 килограммов.
берді. Атақтатыма да оны, атақтатыма. Не атақтатыр? Бар. Атақтатыма да оны. Gel. Kaçar. Müdüre kaldı. Kaçar. Sama. Nagoduma. Apa geldin de? Doğru mu? Önemli. Kalk. В весовой категории до 97 килограммов победу одержал Нюргун Серкин, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются супертяжеловесы. Весовая категория до 125 килограммов. Поединок за третье место. Всеволод Шадура, Приморский край, Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Нюргун Чукров, Республика Саха-Якутия, Эрдеп Царинджапов, Республика Бурятия. Oha Sarış. Bakın Arslan. Oha Sarış. Nerede nereye gitti? Ya da son gitti. Чемпионы призеры соревнований просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Чемпионы призеры соревнований просьба подготовиться для проведения церемонии награждения.
В весовой категории до 125 килограммов поединок на третье место ведут красных триков Юргун Чупров, Республика Саха-Якутия. Юргун 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физической культуры и спорта, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Полтан Цыжевов. Параллельно зачет Забайкальский край, Полтану 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года. Тренеры Полтаев Меньшиков. На ковре А поединок за третье место весовой категории до 125 килограммов ведут Всеволод Шадура, Приморский край. Всеволод 19 лет, кандидат мастера спорта, победитель Приморского края. Представляет Федерацию спортивной борьбы Приморского края, тренер Касимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Иван Алексеев. Ивану 22 года, кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха. Тренер Старостин Евгений. Победу одержал РД Церенжахов, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа.
11 ведет Всеволод Шатунин, Приморский край. Итак, весовой категории до 125 килограммов в супертяжелом весе победу одержал Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия, и становится обладателем бронзовой медали Дальневосточного федерального округа. Итак, завершающий поединок чемпионата Дальнего Востока. Весовая категория до 125 килограммов. Поединок за первое место приглашаются представители команды Республики Бурятия Авгалан Бакшеев, Балдан Цыжиков. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Дмитрий Игорь, судья всероссийской категории, город Нерюнгри, Республика Саха, арбитр Рустам Сивцев, город Якутск, боковой судья Алтан Тандуков, Республика Бурятия. Уважаемые чемпионы, призеры, просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Награждение состоится на сцене.
Завершающий поединок весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Амкалан Бакшеев. Представляет республику Бурятия. Амкалану 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10. Тренер Гарылжалсан Садлинеев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край Балдан Сыжипов. Балдану 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, тренируется в республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Балдаев, Меньшиков. Поединок за первое место. В супертяжелом весе чистую победу на душе одержал Балдан Сыжипов, мастер спорта международного класса Республика Бурятия. Через несколько мгновений состоится торжественная церемония награждения чемпионов и призеров Дальневосточного федерального округа. Просьба спортсменам подготовиться.